Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, сегодня мы будем творить контент и будем плыть по течению, хотя на самом деле тут есть минер и есть урок-шаман. И знаете, у меня есть одна идея под 6 богов, это собрать минера в двоечку с агонимом и с перчаткой с 4 тира. И желательно рефрешер, конечно, чтобы мана-реген был хороший. Ну, короче, не суть важно. 6 богов, рефрешер, перчатка, агоним и минерчик. Вот такая вот у меня идея есть, потому что, смотрите, когда я соберу минерчика, там будет у него минка бить 2000 урона чистого. А это, извините меня, ну, не шуточки так-то. А так как под 6 богами это будет самая минимальная КД, это прям будет лютый развал. Тут, кстати, охотнички идут мне, судя по всему, с самого старта, поэтому я пока что охотником. Короче, есть у меня вот такая вот идея. Не знаю, получится ее реализовать в этой каточке или нет, но, скажем так, идею я вам скинул. Но у этой идеи есть огромнейшие минусы, потому что если у чувака будет, допустим, предмет 5 тира, щит, то, соответственно, он будет отражать этот урон. Ну, скорее всего, в большей степени. И это будет такая лютая поплава. Ой, как мне 5-ю точку будет разорвать этой же моей миной. Ну, короче, ладно, все, ребят, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита, кто, соответственно, кушает, приятных снов, кто засыпает, и хорошего рабочего дня. Хотя ролик выйдет в воскресенье, я думаю, что многие ребята уже работать не будут в воскресенье. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что есть же такие трудяги-работяги, как я, которые работают 2 через 2. Предметы, конечно, лютые падают, но, в принципе... Я возьму кристалл плюс 300 хп. Вот, есть такие же работяги, как я, которые работают 2-2, поэтому, ну, все сами прекрасно понимаете, что у нас выходные 2-2. И, ребят, сегодня будет стримчик в 6 часов вечера, поэтому я всех жду. Запасаемся вкусняшками, напитками. Ничего себе такой приходик со старта. Мне нравится. Кристалл мана плюс 50. Но я думаю, возьму этот кристалл мана плюс 50. Хотя, на самом деле, мне хотелось бы Араканцы, либо же Майлшторм. То есть, один из этих предметов мне бы прям кровь из носа хотелось бы. Но имеем то, что имеем. Правильно? Правильно. Короче. Будет стримчик. В телеграм-канале я, соответственно, об этом сообщу. Сообщу еще, какой будет стрим. Потому что я вот хочу сделать опрос в телеграм-канале. Какой, соответственно, будет стрим. Либо же это будет лобби с подписчиками, либо же это будет соло-ранг. Поэтому, ребят, хотите повлиять на итог стрима, переходим в мой телеграм-канал, соответственно, подписываемся, проходим опрос, голосуем и все такое. Все, поняли? Приняли, поехали. Поехали. Так, ладно, я что-то слишком много отвлекаюсь, и тут как-то мне слишком люто порвали 5-ю точку. Понял, рубрика все по 2 начинается. 2 Фуриона, 2 Клокверка, 2 Луны. Понимаю. Понимаю, не осуждаю. Not bad, not bad. А перед этим раундом я продал себе инчу. А мог бы уже сидеть с Фурионом в 2 звезды. Угу. В самом деле, я надеялся, что из предметов 1 тира мне упадет этот Рок Войны, чтобы я мог закинуть, соответственно... Рок Войны, правильно же называют? По-моему, Рок Войны. Короче, Рок 1 тира я хотел закинуть в Орка Охотника, чтобы у меня кабанчики, соответственно, били с огромной скоростью атаки. Вот что я хотел. Ну, чего не бывает, того не бывает. Правильно? Правильно. Предметы, конечно, со старта не скажу, что мне идеальные упали, но, в принципе, более-менее хорошие. В любом случае, в конечном итоге я их буду лишаться. Тут и прям как-то чувака порвал без шансов. Пандочка. О, как. А я хочу попробовать пандочку поставить. Пусть будет, почему нет? Я буду выходить в инкам пока что потихонечку. Короче, хочется как бы и охотников поставить сейчас, но я думаю, что не стоит этого делать, хотя может уровень взять. Вообще, на самом деле, мне хочется какой-то контент записать с мантией короля. А ну-ка, ребят, напишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Попробовать какой-то контент записать с мантией короля через охотников. Там через всяких антимагов, манкикингов, мартредок. О, там уже у чувака у Коинзела 2-звездочный тинкер, клоквер. Not bad, not bad. А можно мне? У меня тут тоже как бы рубрика все по 2, хочется как бы небольшое усиление. Ну такого громулечку, прям на донышке хочется усиления. Вот прям такой, ну тю-тю-тю-тю, хочется такое усиление. Кому не хочется такого усиления? Я думаю, всем хочется такого усиления. Короче, пишем комменты по поводу мантии короля, не забываем. И, ребят, я уже миллиардный, триллионный, тысяч раз говорил, но мне нужны ваши лайки. Поэтому не забывайте поставить свой лайк,
чтобы поддержать меня, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Всем огромнейшее спасибо за то, что поддерживаете меня. И не забывайте это делать регулярно. Спасибо, спасибо огромное. Не, ну тут, ребята, я смотрю скилловички. Уже у многих там рубрика не все по 2, как у меня, а уже двухзвездочные фигуры у них. Ой. Рубрика все по 2 продолжается. А, мамма мия. Сказать, что я доволен, это все равно, что ничего не сказать. Это трындец, ребятки. Ладно, будем выходить максимально в НК. И будем от этого уже плясать, играть и тому подобное. Я, конечно, надеюсь, что в ближайшее время мне придет усиление в виде Лина в 2 звезды, Резака в 2 звезды, Клокверка в 2 звезды. Может, мне Панда что-нибудь принесет. Я, конечно, надеюсь на то, что она мне Минера принесет. Раннего. Жалко, здесь только Мамора нету. Но, ладно. Ладно. Там, кстати, Святой Грааль нереально так хилил. Из-за того, что они все механизмы. Кто вдруг не знает, то у механизмов повышенных апориген. На 50% больше не регенят. Поэтому Святой Грааль для механизмов это прям то, что доктор прописал. Я, короче, продам этого орк-охотника. Да. Я буду, как я уже сказал ранее, выходить в максимальный инкам. По крайней мере, буду стараться. Но рубрика все по 2 продолжается. Не знаю, получится ли у меня эта каточка или не получится, потому что ну, что-то как-то такое себе. Старт пока что не очень, но, как я уже говорил ранее, я и не с такой задницы выкручивался. Кинуть лагуну... А, понял. Не, ну Тинкер 2 звезды это уже мощно. Кстати, я пробовал записывать контент с Тинкером, и чтобы вы понимали, как назло, вот я целенаправленно хотел записать контент с Тинкером, и мне просто этот Тинкер в тупую не шел. От слова совсем. Был у меня и жезл Киры, и была икона Иисуса Христа, и Святого Отца, и кого угодно у меня только... Кого, короче, только у меня не было. Но самая суть в том, что мне тупо Тинкер вообще не шел. От слова совсем. Даже под жезлом Кира. Даже в ранние 50 монет плюс. С чем это связано? Почему это связано? Как это связано? Чтобы вы понимали, я Тинкера в 3 звезды собрал на 25-м раунде. Вот просто на секунду вдумайтесь. На 25-м раунде я собрал себе Тинкера в 3 звезды. При этом я, вот как только в 50 монет вышел, я сразу начал ролиться. И на 10-м раунде мне выпал еще жезл Кира. Круто, да? Я считаю вообще просто бомбические. Я Гоблина убийцу там в 3 звезды собрал намного быстрее, чем того же Тинкера. Еще кого-то. А, еще и Марса я собрал быстрее. Ну, короче. Скилл, да и только. Моему скиллу могут завидовать абсолютно все. Такого скилловичка, как я, нужно еще и поискать. Я хочу, чтобы мне сейчас упала мастерская бума, но в принципе, так как я играю через максимальную экономику, то можно и кабанчиков. Кабанчиков тоже можно как бы. Блин, легендарки здесь, конечно, классные. Легендарки здесь очень классные. Есть, конечно, еще и реликвия рыбалки. В принципе, тоже можно ее взять будет. Я, короче, сейчас в Лину перекинул кристалл мана плюс 50, потому что я хочу, чтобы она в первую очередь свою лагуну закастила, увеличила себе скорость атаки, соответственно. Короче, парочку лагун, я думаю, она успеет закастить. О, колечко плюс 20, плюс 30 маны, плюс 20 маны. Плюс 20 маны. Пойдет. Пойдет. За неимением лучшего пойдет и это. А так можно было? Обалдеть. Обалдеть. Лина в 2 звезды. Нефритовый генерал. Это то, что доктор прописал. Я, наверное, рыбалку возьму. Чтобы заблокировать себе сразу лишние фигуры. Так как я охотников не собираю, можно, в принципе, охотник. Да, я возьму, короче, рыбалку. Я думаю, охотников все-таки заблочить, либо же убийц. Воины пригодятся. Я думаю, убийц заблочить.
Там, в принципе, мне никто из убийц не нужен. Из охотников я еще, в принципе, могу там медузу какую-то взять, тайдуху взять. Пригодятся. Блин, жалко мне нефритовый генерал не в 2 звезды. И жалко, что он мне так поздно пришел. Так, ну все, с пандочками сейчас я буду немного восстанавливать свое эго. Нужна ли мне пивная панда или не нужна? Вот в чем вопрос. Может, у меня получится в этой катке нефритового генерала собрать 3 звезды? Не, ну 3 звезды вряд ли, но какой-то контент с нефритового генерала можно все-таки попробовать записать будет. Я давненько хотел на самом деле записать контент с нефритовым генералом, но мне просто как-то оно не шло от слова совсем. У чувака на первом месте там вообще жесткий стол. Все в 2 звезды. Но благо там нету пока что никакой имбы в плане антимага и тому подобное. Был бы там какой-то антимаг, было бы печально, больно, грустно. Кстати, недавно играл... Стоп, 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 стоп. Вынесу или не вынесу? Инфы там никакой нету. Не вынесу. Был бы Maelstrom, то мог бы вынести. Но Maelstrom нет, поэтому... Найс лагуна. Найс лагуна. Просто лайк ставлю за лагуну. Ну, хотя бы баф людей есть. Единственная радость, которая у меня есть, это пока что баф людей. Вы видели эту классную лагуну? Абадон накидывает на себя свой щит. Лина кастует в него, соответственно, свою лагуну. И у этого Абадона прокает щит рыцаря. И там тупо 0 урона. Найс. Спасибо, вкусно. Похавал. Прям нормалек так похавал. За обе щечки похавал. Болтов на 28. Вот так вот вот. Вот так вот, ребят. Скиллуха решает. Не, на самом деле это жестко. Жестко то, что там типочку выпал щит в момент того, как лагуна кастилась. Сильно. А можно мне типа усиление? Давай нефритового генерала. А еще лучше хитреца дай. Хочу хитреца. Очень хочу хитреца. Ну... Не добил. Чуть-чуть не добил. Ну это все вот эта тупая рубрика, все по 2. Отвечаю. Если бы не эта рубрика, все по 2, уже было бы все нормально, но... Вы сами все прекрасно видите. Я думаю, когда я продам резака, там 100% у меня появится еще один резак для того, чтобы апнуть его в 2 звезды. По-любому. Так оно и будет. Там, кстати, бог-жрец собирается. Это такая вся, конечно, тема. Бога-жреца я не люблю. Бог-жрец это... Последнее, что хочу видеть в этой игре. Просто тогда нужно будет бессмысленно этот талисманчик первого тира держать при себе. А я этого всего не хочу. Ладно. Ладно. Капитан Куунка. Кунка. Не, на самом деле, был бы у меня Maelstrom, я бы так жестко не получал бы в табло. Я бы тут уже половину стола просто перерезал. Вы посмотрите, на каких лоу хп они все остались. Думчик пришел. Думчик это вкусно. Думчик это вкусно. Ладно, я, наверное, легионку не буду собирать. Даже пытаться, наверное, легионку не буду собирать. Бог-жрец будет через Лину катать. Звери там собираются. Еще один бог-жрец собирается. Да. Да, девочки. Этого я явно не хотел. Не, ну я на 15-м раунде не откисну от мобов, надеюсь. Не должен. Все. А то я, знаете, немножечко труханул даже. Почему получил плюс 2 монетки? Вроде бы же за мобов ты получаешь всегда по плюс 1 монетке. Почему я плюс 2 получил? Ладно, в принципе. Сердце мать насекомое пойдет. Лишним явно не будет. Я, кстати, поставлю Дума. У меня в любом случае нету бафа гоблинов и мехов.
Жалко, конечно. До 20-го раунда нужно потерпеть, и на 20-м раунде, если что, предметы паролить. Я надеюсь, что на 20-м раунде мне упадет мастерская бума, и с помощью мастерской бумы я, соответственно, смогу себе предметом 3-го тира найти, либо же 5-го тира. Ну, в зависимости от ситуации, потому что если ко мне придет нефритовый генерал 2 звезды, то в принципе, мне нужен предмет будет 5-го тира, это Аганим. И тогда можно поставить 4 богов сверху будет, немножечко отхила. Ну и все, в принципе. Боже, как же все-таки решает то, что у меня Мейлшторма нету. Так, Блина успела разогнаться со своей ульты. И можно было бы навалить движка. Может, ТБшку как-то попробовать записать? А? Что думаете? Можно реально попробовать ТБшку как-то записать? Тупо рубрика все по 2. Ладно, у меня, в принципе, более-менее хорошая ситуация. Там уже бог Джет собрался. А это плохо. О, медальон. Нет, ну такое мне нравится, когда я с первого раза нахожу нужный мне предмет. Потому что обычно, когда против тебя появляется бог жрец, то ты этот медальон в жизни не найдешь. Ну, как по закону подлости. По закону подлости оно так и работает. Ты в жизни не можешь найти себе, соответственно, нужный предмет в тот или иной момент. Ну, тут меня как-то порвали, ну да, там жрица нормально выхиливает. Несмотря на моего дума, там жрица нормально отхиливает. Оу май. У меня есть план, ребята. Ну, блин, если хитрец еще один придет и придет ко мне яйцо, то у меня есть зловещий, зловещий план. Антимага, кстати, я возьму. Хочешь, не хочешь, но антимага я возьму. Он мне пригодится. У меня просто и так хп мало осталось. 54 хп всего лишь. Поэтому антимаг мне, в принципе, пригодится. Не знаю, если сейчас приходит нефритовый генерал и приходит хитрец, то я буду играть через богов и, соответственно, кунг-фу. Почему нет? Контент с пандами я редко записываю, потому что они мне редко падают. Поэтому я... Может быть, это тот день, когда я запишу контент с пандами. Может быть. Я бы, конечно, не отказался от полного кунг-фу. Вообще бы не отказался от полного кунг-фу. Полное кунг-фу — это имбулька. Как раз у меня сейчас есть синергия магов. Был бы у меня еще и посох 3-го тира, то там бы вообще полный развал был. 2 бога жреца мне не нравится. Надо будет, скорее всего, поставить себе немного морских, чтобы меня не так жестко не били со своими лагунами. 60% урона буду со способности резать. Я думаю, нормас. А нормально так хитрец хавает их всех. 3000 урона хитрец и 3000 урона антимаг. Оу, оу. Еще и Марси. Это что-то как-то жестко. А что, так можно было? Надо найти будет себе одного волшебника. Найду себе одного волшебника, я, соответственно, могу поставить себе синерию кунг-фу. На 9 уровне буду ролиться, пока что не буду ролиться. Хотя, может, и стоит поролиться, все-таки найти себе синергию кунг-фу. Мне все-таки просто нужен еще один волшебник и все. Больше мне это никто не нужен. Сложный выбор. Опа. Чирик, сюда. 2 Гранд Геральда. Так, ну все. Можно идти дальше в уровень. Я так не хочу нефритовых генералов сейчас продавать. Да я антимага особо не хочу продавать, если честно.
Мгм. Ну, короче, так вот сделаю. ЦМК пригодится, на ману хорошо регенит. Хотя тоже продам ее, короче. Просто на самом деле ЦМ-ку тоже поднерфили вообще неоправданно. Типа 12 маны раз в 2 секунды на регене. 12 маны раз в 2 секунды. Что это? Талисман второго тира классная тема. Раконцы тоже классная тема. Не знаю, я, наверное, буду предмет третьего тира искать. Мне нужен посох третьего тира. Желательно драконий рог и бусы. Это все эти предметы, которые мне... Ах ты ж падло. У меня аж чуть глаза не прослезились от такого дамага. 43 хп, алло, Так, клевер, отлично, пойдет. Клевер мне нужен. Во-первых, синергия кунг-фу будет работать. Это первый момент. Второй момент. Есть вероятность, что панда будет нормально падать. Минер пойдет сюда. Конечно, я же фул мехов распродал, поэтому надо, чтобы минер пришел, правильно? Я думаю, правильно. Продам, короче, минера. Или пусть пока постоит. Может, я его 2 звезды сейчас соберу. Там уже орк шаману молодого, понимаю. Но на 9 уровне его хотя бы нашел. Но все же. Больно так-то. Несправедливо. 26 хп. Товарищи, мы в дерьме. И что делать? Поставить 4 богов. Ладно, пока пусть будет так. Немного морских мне не повредит. Может, яйцо сейчас упадет. Пригодится урок-шаманчик. Я его даже вместо минера поставлю. Я думаю, сейчас нормалек будет. Ну, какой-либо контроль пригодится. Может, мне сейчас хитрец 2 звезды упадет. Я пока что просто не хочу еще и предметы ролить. Я вроде как бы хочу поиграть через нефритового генерала. Ясно. Все, ребята, отмена. Галя, отмена. Яйцо дай. Ребята, что это значит? А что это значит, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, и без меня. Я, короче, оставлю пока что 2 богов, я думаю, мне их с головой будет. Лучше оставлю себе 4 морских. Все-таки там есть типы, которые с лагуны прям пробивают в табло. Вот, допустим, молодой человек на богах через Лину. Нормас. Еще и Винстрик сбил. Ну что, ребята, это камбэчное получается. Получается-то это камбэчное. Потихоньку, понемногу камбэкаем. Я думаю, предмет все-таки надо найти 3-го тира. Нужен посох 3-го тира. И драконий рог, и посох 3-го тира мне необходимо. Я думаю, Марси продать. Я думаю, она мне не нужна. Манги Гинга оставлю на всякий случай. Ну да, я думаю, нет особого смысла от 4 богов. Я думаю, 2 богов мне хватит с головой. Самое главное, что мне собрался орк-шаман 2 звезды с аганимом. Тогда мне ничего не поможет, даже молитва. Ни бог рандома, вообще никто мне не поможет.
А так можно было? Хо-хо-хо-хо. Блин, ну теперь мне хочется как бы 4 богов. Очень хочется 4 богов. Я думаю, предмет 5 тира поискать. Щиток имба. Ребят, кто вдруг забыл, то щит 5 тира это лютая имба. Это прям то, что доктор прописал. Ща будет контент. Ой, будет контент. Нефритовый генерал 2 звезды. Хитрец в 2 звезды. Я думаю, что в принципе можно идти в уровень. И на 10 раунде, ой, на 10 уровне можно будет поставить баф чернокнижников, чтобы получить отхил какой-никакой. Без отхила мне здесь будет туго. Конечно, не так туго, как моим противникам, но будет туго. Так, Конзел. Ну, ты пока что без винстрика. Тут МК в 2 звезды. Ай, вкусно. Ай, как вкусно. Закачаешься. Да, это камбэчно сейчас будет потихоньку. В топ-3 я точно зайду. Вот помяните мои слова, в топ-3 точно захожу. 100% так и будет. Я бы даже сказал 200%, то, что я зайду сейчас в топ-3. Не, есть все равно некий вариант, что я могу не зайти в топ-3 по той же причине, потому что у меня нет никакого отхила, это первый момент. И второй момент, мне может прилететь шальной дум, потому что щит 5 тира его не отразит. И тогда я точно откисаю. Потому что весь мой урон сейчас находится в хитреце, не в антимагии или в Манки Кинге и тому подобное. Если... Ах, ты ж... Вы видели этого Джаггера? Охренеть. И что мне с ним делать? Я без понятия, что мне делать с тем Джаггером. У него идеально там все. То есть у него и щит 5 тира, и посох 3 тира. Ему бы только драконий рог и все, и забейте. Это финиталя комедия. Джаггера я 100% носить не буду. У меня весь урон сейчас сосредоточен только на одном типочке. Это на моем хитреце, и все. Даже если я фул морских поставлю, этого урона не будет хватать для того, чтобы выносить того бога Джаггера. Я очень надеюсь, что он вылетит намного раньше. Очень надеюсь на это. Ну, воина я вообще могу не опасаться, хотя... Там есть Doom, но я думаю, это не будет огромной проблемой, так как у меня есть типы фиолетовые, на которых должен приоритет на Doom лететь. Хоть мы это прекрасно знаем о том, что Doom это такое существо, что ему максимально плевать на самые дорогие фигуры на столе и на всю приоритетность и тому подобное. Но надежда умирает последней. Я очень надеюсь, что этого Джаггера вынесут. Очень надеюсь, потому что с этим Джаггером я ничего не смогу сделать. Вообще ничего. Он его только в 3 звезды еще соберет для полной картины и будет наслаждаться жизнью. Ему драконий рог надо будет, еще какой-то отхил и все. Это будет неубиваемое существо. Может, ты уже сдохнешь? Ну, как бы пора. Часики тикают. Часики тикают. Пора умирать. Да умри ты уже. Достойной смертью, все. Ну прокни. Жрица, конечно, уникальная. Ладно, надо набрать 10 уровень. У меня 20 хп осталось, это очень мало. Зверя я не опасаюсь, я опасаюсь этого Джиггернаута. Я надеюсь, что его кто-то вынесет. Я даже этого мага так не опасаюсь, потому что у меня есть 4 морских плюс щит 5 тира. Ладно, может я слишком переживаю сейчас. Может там Джаггернаута себе в итоге не найдет в 3 звезды. Просто у меня нет даже никакого отхила.
Если он там себе еще и орка-шамана соберет в 2 звезды, закинет ему нужные предметы, то я тоже там ничего не сделаю, потому что я буду находиться в вечном сайленсе. Так, ну это 9 магов через волшебников, и тут торбочка. И тут тормоздок с продуктами. Так, сколько минуса тебе дам? Маловато. Минус 16 маловато. Ну, я же говорю, мага я вообще не опасаюсь. Типа, от мага, ну... У мага в текущем патче судьба такая. Просто брать и умирать. От любого дуновения ветра. Там, кстати, Эра против меня играет. Ну, вот я его даже сейчас не дамажу особо. А как он сдох? Да, у него нет никакого отхила. Может, реально из-за того, что у него нет отхила, его и вынес. Ну, скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, оно таки есть. Из-за того, что у него нету никакого отхила, я его просто так и вынес. Но как только он найдет отхил, то будет совершенно иной разговор. 9 эльфов для меня это вообще фармежка. 9 эльфов я буду фармить только в путь. Я сейчас поставлю, кстати, 4 богов. Я не вижу смысла от 4 морских тут. А вот 4 богов я вижу смысл. Как минимум нефритовый генерал будет кастить свои камни почаще. Я думаю, если взять шлем Ареса, чтобы мне намного чаще падали легендарные фигуры, может, я смогу собрать себе руку. Опа. А вот Омник, кстати, это хорошая тема. Омник под 4 богами будет наваливать еще тот движ. Можешь попробовать найти бусса? Ай, была, не была. Ладно. На первом уровне у Омника доллар КД, поэтому я сделаю таким вот образом. Поставлю себе баф чернокнижников лучше, чем 4 бога. Я в любом же случае играю через кунг-фу, через хитреца, который, когда будет убивать фигуру, он, соответственно, будет откатывать все способности. Там в любом случае недолгое КД. Сколько? 3,5 секунды всего лишь КД. Это вот с головой. А баф чернокнижников мне кровь износа необходим. Как-никак это мой отхил. Как я ранее сказал, я эльфов фармлю просто только в путь. Только в путь. Пивная панда, здорово. Мана плюс 20 сюда. Не знаю, я так не хочу нефритового генерала продавать. А то орк-шаман идет неплохо. Ханчик. Ханчик это хорошо. Пригодится. Кусок мяса, который еще и может накидывать свою способность с уроном. Мне бы омников 2 звезды собрать, чтобы поставить его под богами. Ну вы сами видели, да? Вы сами все прекрасно видели, какой там Джаггернаут. Кунка с Аганимом. Интересно. Башер? Ага. Ну, зверя вообще не боюсь. Не знаю, тупо не знаю, что нужно делать с этим Джаггернаутом. Только если перестраиваться в Манки Кинга, но у меня уже все предметы такие, что хрен перестроишься. Так. О, кстати, хороший предмет. Я бы даже сказал, очень хороший предмет.
Талисман счетчик это то, что доктор прописал, потому что весь урон, который сейчас будет мне прилетать, он будет в 50% возвращаться, и, соответственно, в чистом эквиваленте, а, соответственно, это есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот так вот. Может продать этого уже нефритового генерала. Да, от него импакт 100% есть, от этого нефритового генерала. Вовремя Омник решил появиться. Нет, 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 только не Дум. Летай, хитрец, летай. Давай там песенка. I believe, фу. I believe I can fly. Я его не убью, да. Там еще и щит 5-го тира сработал. Нормальная такая находочка. Но уже поздно. Че, может, Омник уже придет ко мне, а? Пока что только Хан. Орк-шаман. Так, пивная панда в 3 звезды, отлично. Хан 2 звезды тоже отлично, пригодится. Пригодится, лишним не будет, это уж точно. Не знаю, я куда-то сюда поставлю сейчас хитреца. Может, каким-то чудом смогу выносить этого бога Джаггернаута. Зверь вообще не ощущается. Не знаю, может Горн попробовать поставить. Как минимум, когда Джаггернаут будет крутиться против этого Горна, он будет АФК стоять, грубо говоря. То есть у меня никаких проблем не составит. Может быть, зверь его вынесет быстрее. Хотя там такой зверь. Да, там зверь проигрывает. Был бы немного другой зверь, я думаю, он бы его вынес. Как минимум там через синергию кунг-фу, либо же там через рыжего лиса Керри. Но на самом деле через рыжего лиса Керри будет сложно, потому что там у него щит 5-го тира есть. Блин, очень много влияет этот щит 5-го тира. Это все мне не надо. Ну, конечно, это мне 100% надо. Ладно, эти предметы, наверное, скипну. А вот это сложный выбор. Типа, взять Хекс или Мьельнир. Я все-таки решил взять Хекс, потому что, ну, мало ли, там на 5 секунд прилетит пингвинчик. И все будет хорошо. И все будет хорошо, и, соответственно, мой кунфуист может, наверное, его забрать. Не, на самом деле, типа, на 5 секунд отправить вражеского Джаггернаута в АФК режим, это нормальная тема. Ну, Хан будет. Ну, хотя бы провидца раскрыл. Ладно, поставим немножко морских пока что. Я все-таки нефритового генерала, наверное, уже продам. Я не вижу от него особого смысла, потому что в конечном итоге я буду сейчас воевать против Джаггернаута, а вот эти вот 60% поглощения урона с крутилки, это будет то, что доктор прописал. Да, немного, но хоть что-то. Минер такое себе. Как же ты не хочешь идти, да? О, наконец. Наныл. Самый главный нытиков точится наныл. Можно только не фризить. О, я там эру каким-то образом вынес, прикиньте. Обалдеть. Так, Омник.
Омник. О как. Омник это хорошо. Я бы даже сказал, что Омник это отлично. Сейчас у меня будет навешиваться вечный щит. Серьезно? Помянем. Помянем этого добряка. Ну, там нереально огромный Джаггер. Маску 5-го тира возьму. Вместо чернокнижника поставлю вот так вот. Ну, это конечное. Мне тут торбочка. Мне тут торбочка. Ну, давайте примем это с достоинством. Эту торбочку. Этот тормозок с продуктами. Ну, давай. Поборемся с тобой напоследок. Но мне тут торба, 100%. Я его тупо даже не пробиваю. Не, на самом деле, если бы у меня хитрец не был магическим уроном, то, скорее всего, я бы этого... У меня была такая вот такая вот маленькая надежда на то, что я его вынесу. Потому что я там в моменте ему тупо половину хп схавал. Но нет, такого Джаггернаута не остановить. Отдам должное, Джаггернауту повезло со шмотками от А до Я. Пост 3-го тира, драконий рог, маска 5-го тира. Что еще надо для жизни? Ну, естественно, щит 5-го тира. Ну, да, кстати, молодой почти смог поиграть через рыжего лиса, но ему не хватило. Ну, ладно. В принципе, что? Мне катка очень зашла. Была такая необычная катка. Но, знаете, я уже итог, конечно, все равно знал, когда я увидел этого Джаггернаута. У меня была мнимая надежда на то, что его кто-то вынесет. И я, соответственно, смогу занять топ-1 здесь. Но... Вот так вот, когда ты играешь на магическом билде, а против тебя такой Джаггернаут, то ты можешь смело сушить свои весла и идти ко дну, как корабли Кунки. Короче, катка идеальная. Мне понравилось. Скажем так, показал во всей красе, что такое магический билд против Джаггернаута. Ничто. Не, вот если бы у меня был Зевс с Аганимом, с посохом 3-го тира, я думаю, я смогу спокойно пробивать этого Джаггернаута. Но если бы у него не было щита 5-го тира. Так как у этого Джаггернаута есть щит 5-го тира, мой бы Зевс отправлялся в могилу. Как, в принципе, и хитрец это делал. Потому что там пару раз все-таки щит вернул синергию кунг-фу. Обидненько. Обидненько. С такого днища вытащить такую катку. Это прям реально обидно. Я думаю, вы всю боль прочувствовали через экран. Не, ну зайти в топ-3 это все равно победа, правильно? Правильно. А то, знаете, я каждый раз ставлю планку все выше и выше. И забываю о том, что зайти в топ-3 это реально победа. Короче, ребят, напоминаю. В 6 часов вечера будет стрим, поэтому запасайтесь вкусняшками и все такое. Не забудьте поддержать данный ролик, соответственно, вашим комментарием от 3 слов и лайком тоже, естественно. А если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись и не забывай, у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!